Добрый день всем зрителям нашего канала. Хочу в этом видео похвалиться своей незаменимой помощницей на даче, вот этой вот бензопилой. В этом видео я покажу, какие тут деревья на даче мне пришлось пилить. Расскажу о том, как пилил ей старые доски с гвоздями. И еще расскажу об одном нюансе, как победил у меня вот здесь вот стал вылетать выключатель, этот переключатель. Данная пилка была куплена мною больше 2 лет назад в фирменном магазине «Штиль» в городе Ирпень. Кстати, магазинчик работает, и вот декабрь 22 года проезжал там в начале месяца. Так что, ну это так, кому интересно, не суть. Поехали. Итак, вот это вот самое первое дерево, которое было мной спилено этой пилочкой, это орех, которому больше 40 лет было. Поехали дальше. А вот это уже вишня. Сколько ей было лет, не знаю. Но все, пилочка легко это спилила. А вот с этой вот яблоней вообще проблем никаких не было. А вот с этой старой вот грушей, засохшей, мне пришлось помучиться. Пилочка хоть с трудом, медленно, но она ее спиляла. А теперь хочу перейти к нюансам, а именно, как я пилял старые доски, балки с гвоздями. Вот здесь вот у меня лежал сарай. Вот именно здесь. Есть у меня фото, я сейчас его сюда вставлю. Вот, чтобы иметь представление, какие там вот это вот гвозди, те, которые мне удалось оттуда вытянуть из тех досок, балок. Кстати, не все балки и доски сгнили, а остались и довольно нормальные. Но, как вы понимаете, все гвозди вытянуть тупо нереально. Ну, не увидишь все. То есть там не заметил, там пропустил. И получается, когда пилишь, что самое интересное, вот такие вот гвозди советские, пилочка искру показывает, ну, спокойно пилит дальше. Естественно, тупится. И тут уже другой нюанс. Итак, этот нюанс. Для работы с такими вот досками, где могут меня ждать гвозди, у меня отдельная цепка. Как видите, тут уже и зуб глубины у меня спилен, да и от самой цепки уже от постоянных затачиваний ничего практически не осталось. Еще несколько раз заточить можно и все. А для чистовой, ну для деревьев, там где гвоздей не может быть, у меня отдельная цепка. То есть взял, поменял, делов-то, и работаешь все спокойно. И последний нюанс. По прошествии чуть больше года ее работы у меня стал вылетать вот этот вот выключатель с гнезда. Сейчас попытаюсь. Вот это гнездо, где он стоит. Ну, в общем, неприятная довольно штука, особенно заглушить работающую бензопилу, когда он вылетел. Ну, слава богу, все, раз заглушил, два, но как-то не камильфо. Проблему решил просто при помощи вот ВДшки. Не было у меня на даче под рукой силикона, поэтому просто ВДшечкой, и она у меня уже не сколько, ну, больше полгода
так и работает. Вообще о данной пилке. Для дачи это незаменимая вещь. Я тут посмотрел, как у некоторых эти китайские пилки, ну, это небо и земля. Я всего лишь один из соседей посмотрел на мою, купил себе, правда, не такую, а 200, то ли 10-ю, то ли 230-ю. Ну, это так, чтобы у него было лучше, чем у соседа. А вообще такой вполне хватает. На этом все. Всем удачи.